Я беру веревку 1 метр и закрепляю ее на основе, на которой я собираюсь плести. Теперь мне необходимо навесить 18 веревок по 3 метра каждая. Закрепляю их вот таким способом. После того, как я сплела квадратный узел, я продолжаю плетение по всему ряду. Затем я отступаю 2 веревочки и опять же плету квадратный узел. В данном случае у нас рисунок получается в шахматном порядке. Далее я проплетаю ряд точно так же в виде квадратных узлов. Рисунок, который получается, называется шахматка. Таким способом нам нужно проплести 30 рядов. Затем я перекидываю плетение вот таким образом. У нас уже вырисовывается будущий клатч. Остается сделать только передний клапан. Для этого я буду сужать плетение уголком. Для этого я отступаю 4 веревочки и начинаю плести квадратный узел. Проплетаю так ряд и оставляю в конце также 4 веревки.
Я продолжаю плетение уголком, отступаю 6 веревок и начинаю плести новый ряд из квадратных узлов. Столько же веревочек, сколько я отступила в начале, 6, я в конце тоже оставляю нетронутыми. Теперь я оставляю 8 веревок и делаю новый ряд. При плетении вы начнете интуитивно понимать, какие веревочки оставить, а какими плести, так как рисунок у нас идет в диагональ. Далее я плету диагональ репсовыми узлами. Если вам не знаком этот узел, то обратите внимание на ссылку сверху. Там вы можете найти короткий мастер-класс и потренироваться поплести этот узел. После того, как вы его освоите, вы можете продолжать плетение клатча. Доходим до середины, а затем начинаем плетение с противоположной стороны, замыкая наш уголок.
Подравниваем кончики, но это еще не окончательная версия, потому что мы будем распушать бахрому, но в принципе можно оставить и так. Теперь нам нужно прошить боковины. Для этого мы кладем клатч вот таким образом, переворачиваем его. Обратите внимание на рисунок клапана сверху. Затем загибаем, и с помощью веревки основы мы начинаем как бы прошивать наш клатч по бокам. Вот таким образом. Обернем нижнюю петельку несколько раз и затем закрепим с помощью простого узла. Ненужный кончик можно подрезать. То же самое делаем с противоположной стороны. Теперь выворачиваем клатч. И с помощью пришивной магнитной кнопки мы сделаем застежку. Большую часть магнитной кнопки мы пришиваем на основание. Пришивается очень легко, нужно просто с 4 сторон зашить нитками. А маленькую часть магнитной кнопки мы пришиваем сверху на клапан. Теперь займемся бахромой. Я беру маленькую расческу. Чем жестче расческа, тем быстрее у вас пойдет процесс. Затем подравниваю бахрому. Делаю это параллельно диагональным репсовым узлам. Теперь займемся ручкой. Нам понадобится 2 карабина. Один из них я вешаю на крючок и добавляю 3 веревки по 2 метра. Но у меня получилась очень короткая ручка, поэтому вам я бы посоветовала где-то 3,5-4 метра на одну веревку. Навешиваем веревки на карабин.
И затем начинаем плетение косички. Когда веревка начинает заканчиваться, кончик мы продеваем во второй карабин и хвостик загибаем вверх. Теперь мы берем дополнительную веревку, у меня она 50 сантиметров, и делаем оплетку. Делаем вот такую петельку, закрепляем ее спереди нашей конструкции и начинаем против часовой стрелки оборачивать нашу ручку, двигаясь вниз к петельке. Старайтесь затягивать как можно туже. Теперь мы продеваем кончик в петельку, ищем другой конец нашей дополнительной веревки и тянем его вверх. Затем мы подрезаем все кончики. Я решила их полностью убрать. И для надежности подклеиваем суперклеем. Наш клатч готов. Надеюсь, вам понравился мой мастер-класс. Приятного вам плетения. Увидимся в моих следующих видео. Всем пока!